Добрый день. Сегодня у нас разговор с представителем Светланы Тихановской по правам человека Гарри Погоняйло. И ситуация в нашей стране очень сложная с этим делом. И мы хотим обсудить ее с Гарри Петровичем, который является правозащитником с очень большим стажем и очень квалифицированным юристом. Возможно, мы придем к каким-то решениям, рекомендациям по нашим дальнейшим действиям. Гарри Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать и заметить, что эта встреча происходит как раз в День прав человека, которая была объявлена в свое время Организацией Объединенных Наций. Здорово. Расскажите, пожалуйста, как в Беларуси у нас с правами человека? Начну уже с привычных слов, которые, наверное, затертыми оказались. В Белоруссии правовой Чернобыль. В Белоруссии отсутствует и не действует по существу Конституция, которая закрепила права и свободы наших граждан. Государство взялось их обеспечивать и гарантировать всеми механизмами своей государственной мощи, но оно же разорвало конституционный договор, и сегодня мы наблюдаем практически фашизацию государства, при котором человеконенавистническая власть практически отказалась соблюдать всякие права человека. Что мы видим? Ни правоохранительные органы, ни суды, наипервейшей задачей которых является защита прав человека, в случае, если даже государство нарушило эти права, отказываются от выполнения этой функции. Они бездействуют. Суды практически подчинены силовому блоку и вмонтированы в репрессивный механизм, который подавляет сегодня всякое инакомыслие, борется с активистами, применяя различные механизмы воздействия, как уголовно наказуемые, так и административные и прочее, прочее, прочее. И в этой связи, конечно, нам, правозащитникам, работы выше крыши. С другой стороны, мы в крайне затруднительном положении, как в таких условиях обеспечивать права человека. Мы свою не безнадежную, конечно, позицию, но все, что происходит в Белоруссии, пытаемся донести до международных институтов. То, что произошло по известным событиям постизбирательной кампании с 9 по 12 августа, это, конечно, просто национальная трагедия. О ней мы сообщили спецструктурам ООН, в том числе комитету по пыткам, сообщили спецдокладчикам профильным, и они знают, что происходит в Белоруссии. И каждый день нам приносят новые трагедии в этой области. Есть убитые, есть тяжело раненые, которые станут инвалидами в результате применения непропорциональной силы. Есть уже и осужденные незаконно. Более 30 тысяч граждан прошли через административные суды за якобы незаконное участие в акциях мирных. И вот этот маховик репрессий раскручивается, набирает силу, вовлекаются все новые и новые механизмы и на законодательном уровне, и исполнительная власть, и контрольные, и прочие органы, все ищут место в этой борьбе. В борьбе с активистами, с гражданами, которые пожелали иметь новую справедливую власть. Гарри Петрович, скажите, пожалуйста, давайте попроще к этому вопросу подойдем. Назовите мне 5 прав человека, которые грубо нарушаются в Беларуси. Начну прежде всего
то, что вызвало такое жестокое неприятие властей, а с другой стороны вызвало вот этот протест. У граждан отняли право избирать свою власть. И это случилось не 9 декабря, то есть не 9 августа 2020 года. Это практически случилось еще в ноябре 1996 года после известного конституционного референдума. Следующее. Это право на мирное собрание. Всякое недовольство действиями властей гражданин имеет право публично заявить. И вот это право не выполняется. Право на справедливый суд, независимый, объективный. Для граждан Республики Беларусь справедливого, независимого суда нет. Он жестко подчинен исполнительной власти, и принцип независимости давным-давно также нарушен. Мы имеем массу неправосудных решений, которые сегодня выносятся. И число это, я уже сказал, увеличивается. Следующее право, элементарное право на жизнь. Даже оно сегодня государством по существу пренебрегает и стреляет в незащищенных, в мирных протестующих и резиновыми пулями, и светошумовыми гранатами. И применяется физическая сила натасканных бойцов ОМОНа, среди которых многие занимаются единоборствами. Да если учесть, что их руки обтянуты соответствующими перчатками, возможно, с металлическими вложениями, которые причиняют тяжкие и даже смерть людей, как это случилось с Романом Бондаренко. Вот это и есть реализация со стороны государства права на жизнь наших граждан. Так что я могу перечислять по существу весь спектр прав и свобод, которые закреплены Конституцией, но которые практически сегодня аннулированы. А как вы прокомментировали бы ограничения на выезд из страны, которые недавно были введены? Насколько это соответствует закону? Объявленное ограничение наше правительство связало с мерами по борьбе с коронавирусом. И такие меры, в общем-то, допустимы, как ограничительные меры для сохранения здоровья, для упреждения числа заболевших коронавирусом COVID-19. И эти меры были бы справедливыми, если бы они не использовались в политических таких моментах. Я думаю, что политическая мотивация при этом присутствует. Вот складывается такое впечатление, что безнаказанность захлестнула страну. Но вот уже сейчас возбуждено первое уголовное дело в Литве по поводу пыток по отношению к гражданину Беларуси, который теперь под защитой литовского государства. Это была ваша инициатива. Как вы видите перспективы привлечения к ответственности граждан Белоруссии, которые пытают, убивают своих сограждан в других странах, и насколько велика вероятность того, что эти судебные процессы против них пройдут в конце концов в Беларуси? Хороший вопрос. И начну прежде всего с бездеятельности. Эта бездеятельность, безответственность была обещана властями. Вот этот тумблер против пыток был снят именно правительством Беларуси. И то, что мы видим, это соучастие по существу государства в том произволе и в тех пытках, которые происходят. И действительно, бездействие властей привело к тому, что мы обратились к международным инструментам защиты прав, и среди них универсальная уголовная юрисдикция. Я очень рассчитываю на то, что те государства Запада, которые обладают этой юрисдикцией, и там, где находятся наши граждане и просят о защите этих государств от
пыток, с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности, они будут возбуждать дела, и круг этих дел будет шириться, число подозреваемых также будет увеличиваться, и безнаказанно для тех, кто творил преступления, эти, не пройдет. Вот эта первая ласточка, это очень серьезный сигнал нашим должностным лицам, которые уклоняются от конституционной обязанности обеспечить борьбу против пыток. Гарри Петрович, я хотела вас спросить, вот сейчас во время такого сплошного беззакония в Беларуси нужно ли как-то фиксировать ограничения прав человека? Как человек может это зафиксировать? И правозащитные организации, а сегодня много и общественных инициатив, которые пытаются как раз наладить эту программу по закреплению доказательств нарушений прав человека, в том числе связанных с насилием против наших граждан. И в этом смысле, конечно, открытые каналы взаимной связи и доставки этой информации тем, кто ее собирает, она доступна для наших граждан. И мы свои отчеты о количественных показателях, о поименных списках жертв также собираем и направляем не только в наши государственные институции, которые обязаны были бы принимать меры, но и прежде всего, конечно, в этой ситуации для институтов международных, борющихся реально с этими преступлениями против человечества. И я думаю, и ваш штаб, и многие другие инициативные общественные объединения за рубежом, наши соотечественники за рубежом отслеживают и знают о конкретных случаях и конкретных фактах таких нарушений. Мы их обязательно пересылаем и в тот известный комитет по расследованию злоупотреблений властью, фактами, прежде всего, пыток и других преступлений международного характера, для того, чтобы добиться реакции международного сообщества, а главное, использовать вот эти правовые инструменты для привлечения к ответственности виновных. Куда обратиться простому человеку, который пострадал от избиений, от пыток, от неуважения со стороны власти, чьи права нарушены? Прежде всего, правозащитные организации, такие известные, как «Весна-96», ПЦ «Весна», которую закрыли наши власти по решению суда, но она действует, и там работают замечательные люди, и они, кстати, некоторые из них сегодня находятся в следственных изоляторах. Это Белорусский Хельский комитет, это правовая инициатива и другие сайты известны, и туда можно обратиться за помощью, и можно прийти в приемные этих организаций, и мы выслушаем, мы запишем на диктофон с согласия граждан все их обвинения и жалобы. Мы поможем составить официальные документы, которые можно направить нашим компетентным органам, по крайней мере, чтобы они фиксировали эти свои собственные факты бездеятельности, и затем направлять их в соответствующие международные накопительные, так сказать, фонды этих данных и использовать их как доказательство при расследовании конкретных дел по универсальной уголовной юрисдикции, а возможно при создании специального суда, который будет рассматривать в будущем эти дела по Белоруссии. Александр, может, вы расскажете нам об альтернативном методе регистрации преступлений? Есть такая инициатива, которая разработана группой специалистов по информационным технологиям в сотрудничестве с политическими субъектами. Она называется «Единая книга о регистрации преступлений».
ekrp.org. Там каждый гражданин может внести информацию о том, какое преступление против него совершено, или он был свидетелем этого преступления, или он был соучастником, который хочет раскаяться, подать даже заявление о явке с повинной, подать рапорт о совершенном преступлении. И это все будет зафиксировано. Там можно предоставить доказательства, свидетельства, ссылки на какие-то материалы, аудио, видео, текстовые. И это нужно не только для того, чтобы когда-то через год, например, это было рассмотрено в белорусском суде после перемен, а также для того, чтобы мы ничего не забыли, не потеряли. Ссылка на этот сайт может быть найдена под этим видео. Я думаю, что очень важно, что не дожидаясь судебных процессов в Белоруссии, которые обязательно пройдут, сейчас можно подать эти документы для того, чтобы было возбуждено расследование в других странах. Вы помните, наверное, а если не видели, то посмотрите, пожалуйста, Максим Хорошин, владелец цветочного магазина, который раздавал бесплатно цветы женщинам, которые участвовали в протестах, был избит, подвергнут пыткам, нечеловеческому обращению, и сейчас по его жалобе возбуждено дело Литовской Генеральной прокуратурой. Это только первый случай, их будет много, и я думаю, что период безнаказанности закончен для тех, кто думал, что он может безнаказанно бить, пытать людей. Эти люди появятся в списках Интерпола, и этот проект «Единая книга регистрации преступлений» поможет гражданам отстоять свои права. Это очень замечательное дополнение. Я думаю, граждане обязательно воспользуются этим указанием на этот сайт, на эти данные, с тем, чтобы действительно закрепить эту доказательную базу и представить ее будущим следователям, судам. И замечу, в Литве, кстати, готовится уже в очень хорошем состоянии около 10 кейсов. Готовятся аналогичные кейсы в Польше, на Украине, в Германии, в Нидерландах. И озабоченность нашей Генеральной прокуратуры о том, что Литва возбудила дело и известила об этом всех, в том числе и граждан Белоруссии, напрасны их потуги. Я думаю, они должны прежде всего выполнять собственный закон о прокуратуре и действовать в пользу граждан, а не защищать и обелять преступников. Спасибо, Гарри Петрович. И поздравляю вас и всех нас с Днем прав человека. Сегодня 10 декабря. Этот день, когда когда-то Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла всеобщую декларацию прав человека. Это был документ, который был призван гарантировать уважение к людям и соблюдение их прав. К сожалению, наша белорусская власть, которая незаконно сегодня удерживает свои полномочия, этот документ не соблюдает, не уважает людей, но все впереди. Справедливость будет восстановлена, и я думаю, что наша совместная деятельность будет успешной рано или поздно, а мы думаем, что осталось не так уж много ждать, потому что люди проснулись, люди не готовы терпеть это унижение, и у нас есть люди, которые готовы отстаивать свои права. Спасибо, Гарри Петрович, за такую приятную беседу. Я уверена, что в будущей Беларуси права человека будут у нас на первом месте. Я тоже рад нашей встрече и думаю, что это полезная встреча, и мы совместно выработаем рекомендации и для наших граждан, и для международных институтов, каким образом помочь сообща тем, кто пострадал от режима.